Это будет долгая история. Происходила она со мной на протяжении более 10 лет и косвенно происходит до сих пор. Рассказ я постараюсь выстроить более-менее хронологически, но тем не менее буду перемежать чужие рассказы с тем, что видел сам лично. Сам я из небольшого городка в Нижегородской области. Да, история не деревенская, но в данном случае это не важно. У города есть одноэтажный придаток, вроде как та же деревня, и действо завязалось именно там. Моя мама как раз выросла в этом деревенском пригороде, и начало этой истории исходит из рассказов о ее молодости там. На улице, где жила моя мама, точнее на улице ей перпендикулярной, но совсем рядом, жила одна бабка. В сущности, в то время ее бабкой назвать было нельзя, это скорее была тетка. Но только все знали, что с этой теткой что-то нечисто. Моя бабушка по материнской линии рассказала, что с этой теткой боялись разговаривать, потому что нрав у нее был, ну уж очень крутой, да и плюс репутация соответствующая. Бабка говорила, что какая-то соседка повздорила с ней в бане, и та ведьма сказала ей, мол, умрешь ты ровно через 2 недели. Так и случилось. Эта соседка заболела и резко стала чахнуть, пока как раз через 2 недели не отдала Богу душу. Этого я не видел и пересказываю со слов бабушки. Но есть кое-что, что я застал и видел лично. Один мужик при семье и 3 детях однажды случайно машиной своротил лавку у ее забора и сам забор повалил. Но в общем-то дело житейское. Да та тетка его матом давай крыть. А мужик тоже в ответ возбухнул. В общем, разругались они очень мощно. Меня отправили к бабушке туда на лето, вместо всяких лагерей. И я хорошо помню метаморфозы семьи этого мужика. Хоть и не сильно много лет мне было. В 1 год семья была нормальной, исправной. Но когда я приехал на следующий год, я этих товарищей даже не признал сперва. В общем, мужик впал в лютый алкоголизм и прирезал свою жену. Старший сын был уже совершеннолетним, и 2 остальных, парень моих лет и совсем маленькая девочка, остались под его попечением. Да только сам он то ли наркоманом стал, то ли в криминал какой-то подался. И эти 2 малых остались сами по себе. Короче, семья его, что в 1 год была вполне обычной, вдруг растрескалась по швам. И приехав на следующий год, я застал только 2 малолетних голодранцев. Что я заметил? Паренек, мой ровесник, серьезно тронулся умом. Поскольку мы были вроде как знакомы, он как-то затащил меня к себе в остатки дома и как бы играючи начал какой-то иглой зашивать себе рот. Ну не прям до конца зашил, конечно, но пару стежков сделал точно. Я был в полнейшем шоке. Бабушка мне строго-настрого запретила еще до этого случая с ними разговаривать. Но мне-то что? А на 3-й год их и не стало вовсе. То ли забрал кто на попечение, то ли сами куда-то уехали. Бабушка также говорила, что порчу-то тетка наводит через иглы. Помню связанный с этим случай, меня поразивший. Проснувшись утром, я увидел, что в доме переполох. Ну не прям паника, но какая-то суета напряженная. Бабушка то вбегала в дом, то выбегала. Мама вообще в истерике была. Бабушка мне сказала, мол, ни в коем случае не подходи и не трогай калитку. Вот ни в коем случае. Затем она подвела меня к калитке, и я на ней увидел 2 большие швейные иглы. Да, они просто лежали на калитке, и все. Но тут бабушка и рассказала, что это за иглы и кто их сюда положил. А вот что мама рассказала. Когда она была молодой, сразу после института, то работала на заводе местном. А там работа шла по сменам. То есть 1-я смена как обычно, 2-я с 2 до 10 вечера, а 3-я с 10 вечера до утра. И это дело перемежалось. То есть 1 неделю ты работаешь в одну смену, а потом уже в другую. Ну и возвращаясь со 2-й смены уже затемно по улице, где был дом той тетки, мама на крыше увидела темную фигуру, которая колотила не сильно палкой по печной трубе. Маме стало страшно, но домой-то как-то надо прорываться. И она начала быстрым шагом двигаться мимо дома, поглядывая за этим товарищем.
Тут, видать, товарищ услышал ее шаги и прекратил стучать. И тут моя мама вообще в ужас пришла. Поворачивает этот товарищ голову в ее сторону, и она понимает, что это вовсе не человек. Хоть и было темно, но глаза моя мама разглядела, и они были явно не человеческие, а большие и круглые, и от них, как от кошачьих глаз, свечение было. Мама рванула бегом домой. Впрочем, это все присказка. Сейчас сама история пойдет. У меня, собственно, есть сестра старшая. Девка, в принципе, довольно гулящая. Но и как-то раз пропала она из дома. Не пришла ночевать. Раз не пришла, два не пришла. Но и забеспокоились родители. Но тут она выходит на связь со мной и говорит, что домой она больше не придет. Тут все ничего не поняли. Родители в шоке. Ее тогдашний парень в шоке. Стали разбираться. Я ее проспрашивал, что к чему, и выяснилось, что живет она теперь с каким-то парнем и домой возвращаться не хочет. Родители спрашивают, мол, что это еще за парень такой? Выяснилось, что фамилия его ровно такая же, как у той тетки с улицы. И приходится он ей родным внучком. Маму это насторожило. В контакт вступать с родителями сестра отказалась, почему-то пытаясь выходить на связь через меня. Я тогда 9 класс окончил. Слово за слово, выяснилась такая ситуация. Этот парень подвез сестру на тачке из района в район и как-то уломал к нему домой пойти. О том, что было после этого, сестра ничего внятного не говорила. Стали копать про этого парня. Выяснилось, что он героиновый наркоман и вообще мерзотный тип. Родству с той бабкой значения поначалу не придавали, так как считали, что причина гораздо прозаичнее. Например, думали, что он ее шантажирует или на иглу посадил. Приходили на адрес с участковыми, но сестра говорила, что она по собственной воле живет там. И тут странный момент произошел. Как-то раз звонит мне сестра и говорит, мол, я домой вернусь, ты меня встречай. Я подхожу по адресу, а сестры нет. Телефон она не берет. Зато там дежурит тетка какая-то. Выяснилось, что тетка ждет меня и является мамашей того парня. Тетка довольно страшная по виду, но я бы не сказал, что какая-то особо выделяющаяся. Ну, что-то там порасспрашивала меня, а потом такая, хвать меня за руку, и потащила к себе. Мол, что ты какой-то худоватый, сейчас мы тебя накормим. Я такой, обождите, гражданка, я у чужих людей, а особенно в первый раз виданных, не ем. Тетка упирается. Пошли, никаких разговоров. Я тоже упираюсь. А она давай крепче держать мою руку и уже совсем невежливо настаивать. Я подумал, мол, вот дурная. Вырвался и убежал. Рассказал родителям, те пожали плечами, но поняли, что тут что-то нечисто. Отец позже собрал каких-то своих знакомых покрепче, изловил парня и пригрозил, что если моя сестра домой не вернется, то ему не сдобровать. А тот такой, она по своей воле у меня, ничего вы не сделаете. Ну, они побили, но тем не менее дело с мертвой точки не сдвинулось. Периодически сестра просила притащить ей на работу какие-то вещи из дома, и я носил, заодно слушал, что она рассказывает. Постепенно стал бросаться в глаза внешний вид сестры. Она сильно похудела и постарела. Конечно, не до уровня старухи, но заметно некрасивой становилась. Щеки впадали, мешки под глазами, волосы лезли. Следующий момент — голос. Он тоже изменился и стал больше похожим на мужской. Конечно, это все не сразу, а в течение нескольких месяцев. И вот что мне сестра рассказала. В общем, она у меня глупая, и почему-то все эти странности ее сперва не сильно смущали. Жили в ее новой семье втроем, не считая ее саму. Отец алкаш, мама и сын. Отец пил и особо не отсвечивал, а вот сынок с мамашей отжигали. Первое, что сестру позабавило, то, что они не моются в ванной. Вообще. Только баня раз в неделю. Причем не городская, а за городом, в их родной деревне. Еду моей сестре готовили в отдельной посуде, которой сами они не пользовались. Кормили очень обильно,
но при этом вес сестры неуклонно уменьшался. Спали они тоже странно. Однажды сестра проснулась среди ночи, открыла глаза, а парень лежит напротив нее с открытыми глазами, широко раскрыв рот, и вдыхает жадно воздух. Более того, их дом заставлен иконами, и парень вечерами молится. Причем, как сестра сказала, молится он не как обычные люди, а на непонятном языке, не похожем на русский. Когда она его спрашивала: «Чего ты делаешь? С ума сошел?» Он говорил, мол, «Нет, я истинно православный, не мешай». Я передавал эти истории родителям. Они пребывали в глубочайшем недоумении. Впрочем, и до самой сестры стало потихоньку доходить, куда она попала. Была одна очень странная история, коснувшаяся меня лично в те дни. Как-то я сидел уже глубокой ночью за компьютером и играл в казаков. Тут услышал, как в коридоре квартиры кто-то ходит. Сначала подумал, что родители пошли в туалет или на кухню. Потом понял, что это явно не человеческие шаги, слишком легковесные и осторожные. Прислушиваюсь дальше. Слышу, как шаги завернули на кухню. Шебуршание, звон чайных ложек в кружках. Я начинаю паниковать, так как понимаю, что это не родители. Шаги из кухни идут обратно в коридор. И тут меня вообще дрожь пробирает. Слышу, как звенят лежащие на трюмо ножницы. Они металлические и немного разболтанные, так что их звук ни с чем не спутаешь. Я принимаю решение из комнаты бежать к родителям, но бежать надо через коридор. Собираю всю волю в кулак, ломлюсь, зажмурившись, в коридор и быстро к родителям. Те сном младенца спят. Бужу, говорю, мол, так и так. Пошли смотреть. Неизвестно, как там ножницы эти изначально лежали, но вот иконы на кухне лежат лицами вниз. А в следующей встрече с сестрой она рассказала, что у парня был какой-то мощный припадок с пеной у рта, после которого он описал план нашей квартиры с точностью до табуретки. При этом он никогда в ней не бывал. С каждым разом рассказы сестры становились все страшнее. Однажды она долго не могла заснуть и обратила внимание, что во дворе дома ночью слышен странный звук. Будто дети резвятся, но как-то тихо слишком. Затем звук приближался и, словно перекатываясь с улицы через балкон в соседнюю комнату. «Сестра, давай парня будить». А он ей говорит, мол, «Не бойся, это черти, они часто к нам заходят». Дальше интереснее. Помер у них какой-то дальний родственник в их деревне, что с баней. Поехали они туда. Сами похороны сестра описывала так. Когда пришло время опускать в землю гроб, парень отогнал всех от него метров на 20 и принялся ходить вокруг с какой-то книжкой и что-то бормотать. Затем он пальцами потер лоб покойника, а после этого потер свой лоб. Да, и вот интересная деталь. Вопреки расхожему мнению о всеобщей нежности к котам, парень кошаков ненавидел. По словам сестры, на самом деле он нехило их так боялся. Моя мама в скором времени узнала адрес какой-то знающей бабки и хотела совершить к ней поездку. Откуда она узнала адрес бабки, не знаю, но вроде они были знакомы задолго до этих событий. Бабка жила в деревне, километрах в 50 от города. Первый раз мама поехала одна. По приезду я стал ее расспрашивать, что там было и что за бабка такая. Мама сказала, что по виду бабка самая обычная. Что ее поразило, так это то, что она откуда-то знала, что у нее не только дочь, но и сын есть, я. Хотя про меня ей она даже не заикалась никогда. И что самое интересное, бабка сходу сказала, что знает, чьих рук это дело. Конкретного человека назвала. И это была та зловещая тетка с улицы, что приходилась бабулей нашего пассажира. От этого факта в шоке были все, включая скептика отца, который после этого рассказа перестал держаться за свой скептицизм. Что и говорить, я и сам стал относиться к событиям по-настоящему серьезно. Бабка сказала, что денег ей не надо, хотя мать предлагала довольно щедрую награду за помощь. Она сказала, что нас коснулось нечто, что не должно было нас касаться.
Что было особенно странно для меня, так это то, что бабка пригласила меня лично на беседу к ней. Я серьезно испугался, но что поделать. В следующий раз мы с мамой поехали к ней вдвоем. Приехали мы с утра. Дом как дом, ничего зловещего. Бабка сказала, чтобы мама вышла на улицу, пока она будет говорить со мной. Я, услышав это, вообще чуть в обморок не упал. Бабка и вправду была самая обычная. Вошли мы в дом. Входим из сени в комнату, а там сидит здоровенный кошара. Кот был очень большой и сидел прямо напротив входа. Бабка говорит мне, мол, сперва поздоровайся с Тимофеем Матвеевичем. Я не сразу понял, что это она про кота. Я не без страха поздоровался, и тут весь мой страх почему-то пропал. Я стал чувствовать себя довольно свободно. Мы сели за стол и, немного помолчав, стали разговаривать. Она спросила, мол, знаю ли я, что случилось с сестрой. Я пересказал, что мне было известно. Тогда бабка снова спросила, знаю ли я, что на самом деле произошло. Я сказал, что не знаю. В общем, бабка рассказала мне, что семья той бабки с улицы... Ну ладно, ту звали Зинаида, а то уж тут бабка на бабке, и одно от другой не отличить. Так вот, семья этой Зинаиды непростая, и есть у них загвоздочка. Некому эту семью продолжить-то. Сын у них ни на что не годный, нужна дочка. И моя сестра нужна именно для того, чтобы родить девочку, и больше ни для чего. Как только, говорит, она забеременеет и родит, сразу помрет. А пока они там дружно из нее все соки тянут. Я стал осторожно спрашивать, как так получилось, что она вообще ушла. А бабка говорит, мол, приворожили ее. Но ворожба непростая, а на еду и питье. Кто их еду ест, тот в их власти. Я тут перепугался, вспомнив, как на самом деле вырывался из лап их мамаши, настойчиво предлагавшей мне поесть у них. Рассказал бабке про тот случай, и она сказала, мол, правильно сделал, поэтому ты здесь и сидишь, так как ведаешь, не ведая. Тут мне стало не по себе. А она говорит, мол, ты не тушуйся, а слушай. Если ты думаешь, что это какое-то колдовство, то ты дурак. Это не колдовство и не магия никакая. Магия, говорит, это все остальное, а эти вещи сама природа и есть. Так вот, говорит она, я вам помогу, но только потому, что не угодно семье Зинаиды дальше продолжаться. Раз девочка не родилась, то и не родится никогда. Решено так. Поэтому денег она брать не будет, да и вообще ничего не будет брать. Я спросил, что значит ведать, не ведая? Она сказала, что именно по этой причине сестра со мной и общается, как с посредником, потому что я и есть посредник. Свойство у меня такое. В этих делах тебе, говорит, путь закрыт, но все же свойство у тебя какое-то есть. Но цена этому свойству грош. Учить тебя нечему, говорит, но я могу помочь тебе быть внимательнее. Я тут вообще перестал что-либо чувствовать. Думаю, ну ничего себе поворот. А бабка продолжает. Ты, говорит, смотри, в эти дела полезешь, так и не вылезешь никогда. Поэтому не лезь. Я говорю, угу, не полезу. Потом спросил, что значит быть внимательнее? К чему внимание быть должно? А она отвечает, ты чаще смотри за людьми и сразу поймешь, кто в беде, а кто нет. Нутром чуять будешь, просто сам не поймешь этого. И еще говорит, мол, в местные церкви не ходи. А город, надо сказать, у нас очень религиозный, но странный. Ладно, плевать на конфиденциальность и прочую ерунду. Это Саров, на юге Нижегородской области, закрытый ядерный центр, но вместе с тем место жития одного из очень почитаемых святых, Серафима Саровского. Молящихся и паломников довольно много, несмотря на пропускной режим. Но бабка мне говорит, что место гиблое теперь, низина. Так что в церкви, говорит, местные, не ходи, свечей не ставь. Это, кстати, подтвердил впоследствии один странный дед-паломник, с которым я разговаривал на остановке пару лет назад. Он сказал, что местные церкви только для чертей и плодят, а место уже давно не святое.
Говорил, что он что-то вроде странствующего попа и знает все места здесь и за Уралом. Вообще про этого деда-паломника тоже интересная история есть. Хотя и не страшная, но занятная. Он просто стоял на остановке, видать, отдыхал, так как по виду не сказать, что он вообще транспортом пользуется. Он был седой и бородатый. Я-то как раз ждал автобуса, но он меня в разговор втянул, и я пропустил пару автобусов. Сказал, что на самом деле нигде не живет, а ночует у людей, которые его приютят. Я спросил, и что, не было случая, когда никто не приютил? Он говорит, нет, не было. Нужно слова правильные говорить, и тогда тебя хоть на всю жизнь пустят. Так, мол, и живет. Сказал, что он на самом деле поп, даже удостоверение показал. Оказывается, и такое есть. Но в попа не рядится и креста не носит. Говорил, что редко где церковь есть настоящая. Хоть места и святыми числятся, но это не так. Что у нас, что в Дивеево, все уже гнилое, и ходить в здешние церкви просто смысла нет. Но в деревнях, говорил, кое-где настоящие приходы остались. Ну да ладно, к бабке вернемся. Так вот, она говорит мне, ты нутром чуешь, если что-то неладно с человеком, свойство у тебя такое. А насчет сестры, мол, дело страшное, но не гиблое. Снять приворот может только сама Зинаида, и мы, говорит, ее принудим силой сделать это. Ты, говорит, нужен в этом деле именно как посредник. Слушай внимательно сестру, что она тебе говорит, да исправно передавай. Потом велела мне звать маму. Я вышел. Перед этим она сказала, чтобы я попрощался с котом. Я попрощался. События дальше развивались так. Бабка сказала, что заставит Зинаиду отцепиться от сестры. Но дело это сложное. Она стала заниматься с мамой, которая стала каждую неделю ездить к ней. Во всякие тонкости меня не посвящали, хотя я активно пытался выяснить, что к чему. И кое-что выяснил. Мама на рынке покупала живых петухов, причем не любых, а каких-то особенных по внешности. Каждое полнолуние она рубила им головы и что-то делала с ними. Что конкретно делала, не знаю, но для этого нужны были какие-то травы и очень много перца с горошком. Бабка дала маме какую-то книгу, оттуда она вычитала, что нужно с петухами делать. Я книгу видел, но меня к ней и на выстрел не подпускали. Но она вроде бы была рукописная и не очень толстая. Мама выписывала из нее слова в каком-то особом порядке. Затем, произведя необходимые действия над петухом и книгой, шла в полнолуние в промежутке от полуночи до часу на кладбище и закапывала голову петуха у могилы, каждый раз у разной, но тоже не случайной. Могила должна была быть указана той бабкой. Она называла имена людей, и мама потом искала их на кладбище. Делала она это на протяжении 4 месяцев. Что-то они делали еще, но я больше не знал подробностей, так как меня не посвящали в них. И вот однажды мама приехала от бабки и сказала, мол, сестра вернется через 2 часа или через 2 дня. И что вы думаете? Она звонит мне через 2 часа и говорит, мол, все, забирай меня. Я привел ее домой. Она сидела пару дней, с родителями почти не разговаривая. Затем в дождь опять ушла туда. Тут все опять ничего не поняли. Что за дела? Все же нормально шло. При этом сестра все-таки чуток начала с родителями разговаривать после этих дней. Отец, например, попросил ее вернуть зонт, который она забрала. Он ей новый даст. Пришел на работу к ней, они обменялись зонтами. Идет он домой, зонт в руке держит и понимает, что у него рука отнимается. Та, в которой зонт. Он испугался и быстро выкинул зонт. Рука была почти парализована и неделю после этого в порядок приходила. С тех пор все вещи, побывавшие в той квартире, просто выбрасывались. Какие результаты дали петушино-кладбищенские махинации бабки? А вот какие. От сестры, которая на связи со мной была все время, стало известно, что эта самая Зинаида упала и сломала ногу. Причем сломала очень серьезно, с открытым переломом. Лежит в больнице. Наверное, тут стоит рассказать, как этот ее внучок вообще выглядел. Сказать, что он был урод?
это, наверное, ничего не сказать. Лицо у него было довольно жуткое. Помимо широченного расстояния между мелких глаз, у него был жуткий скошенный лоб. В общем, выродок полный. Итак, Зинаида со сломанной ногой. И, видать, у них там что-то щелкнуло на этот счет. К тому времени сестра уже совсем плохая стала, как иссохлась. Бабка наша была встревожена и сказала моей маме, что время заканчивается. Надо дать Зинаиде явный знак отлипнуть от сестры. Вот тут я не знаю, что они сделали, но после этого у парня повесился отец ни с того ни с сего. Сестра говорила, что в семье пришли в ужас. Описывала такую сцену. Как-то вечером парень очень долго стоял, прислонив руки ладонями к стене, и что-то бормотал. Затем резко взбесился и буквально за волосы вытащил сестру из квартиры, мол, пошла отсюда. Тут стоит описать сам механизм приворота, что это такое со стороны самого привороженного. Сестра прекрасно понимала, в какой ситуации она находится, и понимала почему. То есть она прекрасно знала, что это не ее воля. Но она не могла противиться этому каким-то действиям. Не могла уйти, хоть эти люди и были ей уже противны. В общем, парень ее выгнал, но сестра не смогла уйти и заночевала прямо на пороге квартиры. Долго ли, коротко ли, но в итоге сестру они отпустили, потому как вняли предупреждением. Как я понимаю это сейчас, они поняли, что легче найти новую жертву, чем вести такое противостояние. Зинаида сняла свои заклятия с сестры, причем это произошло очень странно. Как говорила сестра, ее потащили в дом Зинаиды. Та из больницы уже выписалась, но ходить не могла, лежала на кровати. Сестру к ней подвели, а Зинаида посмотрела на нее, подняла руку, махнула и сказала: «Проваливай отсюда, чтобы видно тебя тут больше не было». И все. Как сестра говорит, она сразу почувствовала жуткое отвращение к этим людям. Вот прям в одночасье после взмаха руки. В тот же вечер она была дома. На этом основная история заканчивается. Но дело в том, что это не конец. Вообще говоря, все это не кончилось и по сей день. Меня лично это больше не касается, но касается кое-кого, кого я знаю. И весь ужас для меня на самом деле в этом. Меня здорово напрягает, что эти упыри постоянно, так или иначе, крутятся вокруг меня. Насчет продолжения. Не бегите вперед паровоза. История долгая, она не кончена, так что я еще расскажу вам о том, что происходило дальше. А пока подпишись на канал и не пропусти продолжение этой увлекательной истории. Если вам понравилась эта история, не забудьте подписаться на канал. Нажмите колокольчик и получайте больше новых и страшных историй на ночь.